Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Limp Bizkit. Эти ребята числятся среди главных хитмейкеров нулевых. На данный момент котировки их агрессивного речитатива не очень-то высоки, но это не мешает музыкантам продолжать собирать стадионы. Группа образовалась в далеком 94 году в Джексонвилле, штате Флорида, когда местный татуировщик Фред Дёрст встретил Сэма Риверса, будущего басиста группы, в куриной забегаловке, где Сэм работал. Сам же Фред родился в 1971 году в маленьком городке Гастония, Северной Каролине. Воспитывался он отчимом. Также у него был сводный брат. С родной же матерью он был на ножах. Вообще обстановка в семье была нездоровая. Парень учился из рук вон плохо. Можно даже сказать, что в то время основными его занятиями были брейк и ссоры с матерью. Несмотря на столь халатное отношение к возможности приобрести стоящую профессию, Фред все же сдал все экзамены и смотался из дома. Путь его лежал в Джексонвиль, во Флориду. Там в возрасте 17 лет парень записался служить во флоте. После службы в армии Дёрст отправился в Сан-Франциско. Там женился, у молодой пары родилась дочь Адриана. Будущий лидер группы всерьез собирался вести размеренную жизнь, но оказалось, сама судьба не желала видеть Фреда в амплуа заботливого отца семейства. Короче, идиллия рухнула в тот момент, когда Дёрст просек, что жена ему изменяет. Дело закончилось разборкой, после которой любовник лежал в больнице, а Дёрст сидел в тюрьме. Правда, недолго. После выхода он возвращается домой в Каролину, потом уезжает во Флориду, где и устраивается татуировщиком. Тогда для Фреда наступило тяжелое время. Он много пил, курил дурь и принимал наркотики. Было время, даже грабил. Только музыка смогла вытащить парня из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. После встречи с Дёрстом Сэм Риверс привел в группу своего двоюродного брата, барабанщика Джона Отта. Позже они поняли, что им нужен еще и гитарист. И братья Джон и Сэм увидели паренька, где-то выступавшего в округе. Его звали Уэс Борланд. Уэс родился в Нэшвилле, где его отец был священником. Затем вся его семья переехала в тот самый Джексонвиль. Перед тем, как начать играть на гитаре, он хотел играть на барабанах, но его родители не желали слышать шум, который постоянно будет производить их сын, и они купили ему гитару, когда ему было 12 лет. Борланд брал уроки музыки у преподавателя в церкви, где работал его отец. Там он изучил блюз и кантри перед тем, как учиться в школе искусств в течение 3 лет. Там он учился джазу. Ребята стали ездить к нему и просить присоединиться. Тот сначала отказывался, но потом согласился попробовать. Собрав костяк группы, надо было придумать ей и название. Однажды Фред после очередной репетиции сильно устал, и Сэм сказал, что его мозги как раскрошенное печенье. Фреду очень понравилось это выражение, и после нескольких выкрутасов с этой фразой Фред выдал Limp Bizkit. Весь 95-й год был безвылазно проведен группой в родном Джексонвилле. Переломный момент в жизни группы наступил лишь в 96-м, когда в Джексонвилле была проездом тогда еще не сильно известная группа Корн с концертом.
Фред предложил участникам группы сделать татуировки и пригласил к себе домой. В итоге уехали музыканты с демо-кассетой «Лимпов за пазухой». Кассета им понравилась, и они дали ее Россу Робинсону, известному продюсеру тяжелых групп. Россу так понравилась кассета, что он немедленно сам связался с группой. После этого Limp Bizkit отправляются в тур с такими группами, как House of Pain и Deftones. Благодаря этому с нашими ребятами скорешился DJ Little из House of Pain. Хаусы, несмотря на свою популярность, были на грани развала, и DJ Little, недолго думая, присоединился к Limp Bizkit. Группа обзавелась своим пятым и последним участником. Под влиянием Литтла звучание группы сильно сдвинулось в сторону хип-хопа, а благодаря Россу Робинсону предложения от различных звукозаписывающих компаний со всей страны посыпались как из рога изобилия. Группе нужен был альбом, и ребята, недолго думая, заседают в студии. Но вскоре в группе наступил кризис. Фред выгнал Уэса, но без него работа над альбомом полностью остановилась, и вскоре Дёрст обнаружил, что не было никого лучше него. Кроме того, для того, чтобы помочь ему принять решение попросить Борланда вернуться, ему пришлось пережить опасный опыт. Группа направлялась в Лос-Анджелес для записи. Проезжая через Техас, недалеко от города Ван Хорн, водитель фургона уснул за рулем. Он проснулся в панике, и когда уже несколько раз перевернула машину, Дёрст выполз из-под обломков с двумя сломанными ногами и понял, что запись без Борланда – это неправильно. Выпустив альбом, группа надеется, что он будет неплохо продаваться. Однако продажи шли не очень быстро. В первую неделю продаж разошлось всего 4000 копий. Тогда Фред решает завоевать популярность традиционным путем, то есть сценой. Группа погрязла в сумасшедшем графике туров в поддержку альбома, что в итоге помогло им получить новых фанатов и с их помощью продать аж 1,5 миллиона копий альбома. Песня под названием «Вера» – ремейк хита Джорджа Майкла 80-х годов. Действительно попала в эфир, а видео покорило MTV. А режиссером видео был как раз сам Дёрст. Ролик был выпущен как раз в то время, когда Джордж Майкл занимал все заголовки новостей со своим арестом за непристойное поведение в туалете Лос-Анджелеса. Кроме того, один из треков под названием «Stuck», полный женоненавистнических отсылок, разозлил многих рок-поклонниц. Дёрст объяснял, что его не совсем корректный выбор текста стал результатом болезненного разрыва с бывшей девушкой. Limp Bizkit попытались исправить лирическую ошибку Дёрста, устроив двухмесячное передвижное шоу под названием «Женская ночь Камбоджи», во время которой каждую ночь первые 200 девушек проходили на шоу бесплатно. После 18 месяцев прыгания по сцене группа решается засесть в студии за вторым альбомом. Однако перед группой стояло непростое задание. В группе опять назревала нездоровая обстановка. Фред вечно орал на Уэса, а Уэс в свою очередь орал на Фреда. Но несмотря на вечные ссоры, вышел в свет их второй альбом. Он был продан тиражом в более чем 500 000 копий за первую неделю продаж,
и занял первое место в чартах США, а Limp Bizkit становится ведущей альтернативной командой в Штатах. После чего компания Interscope Records оценила успех группы и сделала Фреда своим вице-президентом. Теперь он был большой шишкой в бизнесе. Фреду надо было теперь поддерживать звездный имидж. Он переехал из Джексонвилла в особняк в Голливуде. Летом 1999 года группа выступает на фестивале Вудсток, и во время концерта поклонники устраивают настоящее побоище. Надо заметить, что все случилось после исполнения песни Break Stuff, что можно перевести как «ломать вещи». Беснующаяся от драйва толпа стала крушить все вокруг. Фред несколько минут не мог продолжить концерт, потому что не слышал даже себя. А после шоу пресса обрушивается с нападками на лидера группы и обвинениями в том, что он сам спровоцировал инцидент. И к концу 1999 года, после волны негативной прессы, Limp Bizkit стали самой ненавистной группой в мире. Правда, им было глубоко на это плевать. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В октябре 2000 года группа выпускает свой третий альбом под названием «Шоколадная морская звезда и вода со вкусом хот-дога». Такое название получилось в результате того, что Уэс с Фредом не смогли разобраться, как назвать альбом. Фред хотел назвать его «Шоколадная морская звезда», а Уэс «Вода со вкусом хот-дога». В итоге, чтобы не ругаться, решили назвать его «И так, и так». Этому диску принадлежит одно из самых крупных коммерческих достижений не только в биографии группы, но и в истории жанра. 1 миллион проданных копий уже в первую неделю после выпуска. Стремительным прорывом в Европу стал сингл «Rollin'», который в январе 2001 года несколько недель провел на вершине британского хит-парада. Почти каждая песня этого альбома оказалась хитом. Последний клип группы на песню «Бойлер» группа сняла за $3 миллиона, которые у них остались от экономии на предыдущих клипах. Яркие спецэффекты и рисованные мультяшки произвели впечатление даже на людей, далеких от Limp Bizkit. А песня «Take a Look Around» была написана специально для фильма «Миссия невыполнима 2» с Томом Крузом в главной роли. Однако Фред и Уэс так и не могут найти взаимопонимания. Как итог, Уэс покидает группу. Limp Bizkit проводят постоянные прослушивания гитаристов, однако так и не могут найти себе подходящую кандидатуру. В мае 2002 Фред Дёрст вновь просит Борланда вернуться. Однако Уэс отказывается, и лишь через год им улыбнулась удача. Они все-таки нашли нового гитариста. Им стал Майк Смит. Взяв его, группа приступила к активной работе над новым альбомом. Запись, однако, продвигалась далеко не так радужно, как того бы хотелось музыкантам. Ребята записали альбом, прослушали его и пришли к выводу, что он никуда не годится. Запись была положена в архив.
а группа стала работать над новым материалом. Записав еще один альбом, музыканты остались недовольны и им. Новые песни присоединились на полке к уже имеющимся. Дата выпуска новой пластинки постоянно переносилась, и в конце концов они собрали альбом по кусочкам из уже записанного материала. Несмотря на то, что критика повсеместно разругала этот альбом в пух и прах, он дебютировал на первом месте в горячей сотне журнала Billboard и достиг в Штатах платинового статуса. Впрочем, того уровня успеха, что был у прежних работ группы, достичь так и не удалось. Выпущенная синглом кавер-версия песни группы The Who «Behind Blue Eyes», которая была в саундтреке к фильму «Готика», в клипе, на которую Дёрсту довелось целоваться с актрисой Халли Берри, исполнявшей в том фильме главную роль, была очень популярна на радио, однако многие интернет-издания провозгласили ее худшей кавер-версией всех времен и народов. К лету 2004 года Майк Смит покинул группу, а на его место Фреду все-таки удалось вернуть Уэса. Вместе с вернувшимся Борландом группа засела в студию работать над новым альбомом. Однако за пару месяцев до выхода альбома в интернете всплыла домашняя порнозапись, одним из участников которой был Фред Дёрст. В интервью Фред объяснил этот инцидент тем, что эту запись украл с его компьютера человек, который пришел этот компьютер чинить. Одна интернет-компания обратилась к Дёрсту с предложением продать права на официальную продажу записи, поскольку ее все равно все увидят. Однако Дёрст отказался и вместо этого подал в суд на укравшего запись компьютерщика. В мае 2005 появляется новая работа группы. 30-минутный короткий альбом из 7 песен. Выход альбома не сопровождался масштабной рекламной кампанией. Более того, промоушен альбома был почти на нуле, и альбом расходился очень медленно. Такая тишина была частью стратегии группы. Они сами настояли на отсутствии рекламы и шумихи вокруг альбома. На самом альбоме группа вернулась к более жесткому, агрессивному звучанию, а Дёрст впервые запел о вещах, волнующих его в окружающем мире. В 2006-м все ожидали целых 2 новых релиза. Вторую часть предыдущего альбома и новый полнометражный альбом. Однако группа хранила упорное молчание, и фанаты стали беспокоиться. В конце концов ситуацию прояснил Уэс Борланд, поместив на своем блоге масштабное обращение к поклонникам. Фред записал вокал в 6 песнях из 13, а потом бросил. Мы уже дважды пытались вернуться в студию и записать все, однако ситуация не изменилась. Куча музыки, никакого вокала. Похоже, Фред больше не хочет петь поверх той музыки, что мы написали. Гастролировать тоже никто не хочет. Надеюсь, вам стало хоть что-то ясно. Некоторое время спустя Фред Дёрст опубликовал свой ответ на высказывание Борланда. Он разместил на своем личном сайте трек с речитативом, в котором обвинял Борланда в том, что тот так и не смог определиться, на чьей же он стороне. Позже Фред опубликовал большое обращение к поклонникам, в котором говорилось, что Лимп Бизкит не планирует распадаться и что в ближайшем будущем они все-таки выпустят вторую часть предыдущего альбома. Только это будет полнометражный альбом, а не мини, как предполагалось изначально. Дальше словесной перепалки дело не шло, и Уэс Борланд выпускает дебютный альбом со своей новой группой. Фред Дёрст снимает фильм «Образование Чарли Бэнкса», после которого переходит к съемкам нового фильма. Джон Отто читает рэп со своей новой группой, диджей Литл создает сэмплы, в группе, куда вошли его старые друзья из House of Pain, а Сэм Риверс продюсирует молодые рок-группы из Джексонвилля.
2008 год. Выходят 2 DVD с записями концертов. Начинают набирать обороты слухи, что группа опять возобновляет работу над альбомом и даже зовет к себе неукротимого Уэса Борланда. Конечно же, не просто так, а за сумму с 5 нулями. Но гитарист и ныне вокалист своей группы отказывается от предложения бывших коллег, а также говорит в своем интервью, что Limp Bizkit его больше не интересует. И летом этого же года выходит новый альбом, который состоит полностью из каверов. 2009 год начался для фанов группы весьма оптимистично. Все началось с обновления заставки на официальном сайте группы, на которой в стиле карикатуры были нарисованы все участники Limp Bizkit в оригинальном составе. Позже начали появляться даты и место проведения концертов, что, несомненно, только больше подлило масло в огонь. Многие до сих пор не верили, что группа ожила, и возмущались. Как могут быть даты туров, если даже нет официального подтверждения восстановления Limp Bizkit? Как бы подслушав возмущение фанов, официальный сайт был запущен, и на нем висела фотография всей группы, сделанная на днях в оригинальном составе, а ниже заявление Уэса Борланда. Мы решили, что нас гораздо больше бесит современная тяжелая музыка, чем мы сами бесим друг друга. Вне зависимости от того, насколько разошлись наши пути, мы понимаем, насколько мощная и уникальная энергия идет от этой группы из 5 человек. Поэтому Limp Bizkit вернулись. Однако оформление альбома и записи композиций заняли почти 2 года. Презентация нового альбома состоялась лишь в 2011. В 2012 случился конфликт между солистом и диджей Литлом, который привел к тому, что второй покинул команду, но спустя время вернулся обратно, а потом снова ушел. Лишь в 2018 Литл вернулся в группу. Все это время ребята лишь давали концерты по всему миру, включая и Россию. Гастрольным туром по российским городам ознаменовалось и начало 2020 года. Limp Bizkit собрали полные залы в Санкт-Петербурге, в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре. Ни одно их выступление не было похоже на другое. В каждом городе одни и те же песни звучали по-разному, а солист не давал публике шанса заскучать, занимая паузы между треками общением со зрителями. Осенью 2021 группа выступила на фестивале Lollapalooza, где представила свежий трек, а позже взорвала СМИ громким сообщением о выходе нового альбома. Этот альбом стал первой полноформатной пластинкой за 10 лет. В 2023 они выпустили дипфейк-клип на одну из песен со своего последнего альбома, в котором лица участников группы заменены на лица лидеров государства России, Украины, США, Китая и КНДР. Выступает группа почему-то перед Томом Крузом, который жарит в этот момент барбекю. В чем смысл? Видимо, попытка представить лидеров стран в другом образе и, возможно, достучаться до них и призвать к миру. Limp Bizkit славятся тем, что могут создать взрывное настроение на любом концерте. Их темперамент не становится спокойнее со временем, а преданные фанаты сейчас продолжают ждать пополнения дискографии коллектива ничуть не меньше, чем на заре их творческой карьеры. Так пожелаем же им больше никогда не ссориться друг с другом и как можно быстрее выпустить очередной альбом.
Thank you so much. Thank you very, very, very much.